Ну ты доигрался. Она сходит с ума по тебе. Давай посмотрим вместе, кто же эта женщина. А ты пока подпишись, поделись этим видео и поставь лайк. Ну а кто досмотрит это видео до конца, получит приятный бонус. Мои хорошие, кто хочет записаться на личный расклад и на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, погнали, смотрим вашу энергетику и новый расклад Таро для мужчин. Ну, что я вам скажу, мои любимые мальчишки, да? Смотрите, то, что в вашей жизни была измена, это факт. К сожалению, да, вот к сожалению, большому сожалению, и эта измена перевернула вашу жизнь. Как раньше уже не будет. После этой измены у вас кардинально поменялась ваша жизнь вообще на 180 градусов, да? Причем я вам скажу, что да, какой-то период, конечно же, вы переживали, но потом, знаете, как будто отрезали. Вот отрезали ту страницу, отрезали эту женщину. Вот как угодно называйте, да. Но вы поняли, что больше так относиться к себе, во-первых, вы не позволите. А во-вторых, кто-то из вас решил даже пожить для себя, покайфовать. В-третьих, вы кардинально стали другим человеком. Это может по-разному у всех проиграться, да, кто-то чувствует себя, может быть, даже внутренне как-то по-другому, да. У кого-то, конечно же, эти перемены могли пойти в минус, то есть после ваших вот этих вот любовных перипетий, да, вы могли стать более зажатым, более скованным, более, может быть, даже закомплексованным, потому что здесь проигрывается, ну такая дама, да, я даже вот пытаюсь подобрать более-менее такие культурные слова, чтобы ее описать, но как-то мне так тяжеловато, да. Ну, Баба-Яга отдыхает, простите за мой французский в очередной раз. Ну, то есть, если коротко, вы жили с женщиной, которая вас всячески пыталась принизить, обидеть, да. Ну, то, что навешать лапшу, это даже вообще не обсуждается, это факт стопроцентный. Она могла говорить разные гадости, колкости и так далее. Поэтому, почему я вот поясняю вам, да, у кого-то из вас остался такой вот отголосок, да, после ее обидных слов, причем эти слова могли быть сказаны специально. И из-за этого у вас могли остаться комплексы, страхи, да, вот я уже как-то рассказывала подобные истории, да, маленькое такое отступление, чтобы вы просто поняли. Очень часто женщины перед расставанием, да, чтобы просто уколоть мужчину, да, вот, чтобы очередную гадость ему сказать либо сделать, вот они говорят какие-то колкости ниже пояса. Ты такой-сякой, да ты никакой, размеры не такие, все у тебя не такое, да. Понятно, что мужчины, ну, кто адекватно может мыслить, да, ну, тот понимает, что и размеры все нормально, да, и хороший любовник и так далее. Ну, а есть особо впечатлительные натуры, да, и среди мужчин. И вроде бы вы понимаете, что это вранье, что она это специально говорит, но где-то там в глубине души, вот в подсознании, вот сомнения уходят, да. И эти сомнения потом вами двигают по жизни. Из-за этого еще, мальчишки, у вас могут быть проблемы в личной жизни с новыми женщинами. Именно из-за вот этого такого червячка, который сидит в голове, и точит вас как бы изнутри, да, вот это вот сомнение. А вдруг это правда? А вдруг я и то не могу? А вдруг я и это не умею, да? Ну, то есть, не ведитесь на эти уловки, это 100% просто такая, ну, колкая такая злая манипуляция многих женщин. Вы человек, который, я не скажу, что вы прям лопатой гребете деньги. Зарабатывать вы зарабатываете. В принципе, на жизнь вам хватает, но опять-таки, да, всегда хочется стремиться к лучшему. Но я не вижу, чтобы вы особо стремились. Скорее, я бы сказала, что многие как-то вот опустили руки в плане, вот я имею в виду, саморазвития, да, может быть, в плане того, чтобы где-то искать более выгодную работу, потому что нет мотивации. Вот нет мотивации.
Кто-то из вас сейчас, ну, в таком, знаете, вот тупике находится, вот мне показано, вот именно в тупике в личной жизни. Я рассказываю с разных сторон, а вы под себя, ребят, переворачивайте, кому подходит, с кем резонирует. Это тупик в личной жизни, да, потому что вы понимаете, вот раз познакомился, не получилось, второй раз познакомился, не получилось. Вот как-то вот, ну, вообще какой-то трэш в личной жизни, да. Давайте сделаем снова маленький опрос. Вот напишите, ребят, у кого резонирует. Даже у кого не резонирует, пишите все. В конце концов, вы знаете, ребятушки, что чем активнее будете вы себя вести на моем канале, тем лучше будет продвигаться и видео, и канал, и в конце концов мне тоже будет приятно. Поэтому пишите. У кого есть такой момент, вот, что вы знакомитесь, но очень быстро распадаются отношения? Вот напишите, есть такое или же нет. Вас эта ситуация очень сильно огорчает, да? Потому что, да, какой-то период вы можете покайфовать, пожить для себя, но все-таки вы не собираетесь до конца жизни быть один. И я вам скажу, что среди вас есть даже те, кто, ну, очень-очень печально, очень тяжело переносит одиночество. Да, вы это можете не показывать. Да, вы можете как-то заглушать эту боль. Причем кто-то из вас однозначно может заглушать той самой рюмочкой чая. Но вы же понимаете, что это не поможет, ребят. Это не поможет. Никакая ни рюмочка, ни чаечек, ни кофеечек, ну, не заглушит этого. Далее. Что бы я еще хотела сказать? Кто-то из вас находится сейчас в каких-то, может быть, таких вот юридических заботах, хлопотах. У кого-то это могут быть суды, у кого-то это может быть, ну, развод, алименты, кто-то может быть, я не знаю, там, по наследству. Ну, то есть какие-то вот юридические моменты, что-то вы решаете. Кто-то, может быть, даже хочет выехать за границу, но вот вы то ли визу оформляете, да, ну, то есть вот эти вот такие бумажные дела у вас сейчас тоже на носу, как говорится. Ну и что я могу сказать? Все-таки вот как бы вам не было хреновенько, ребят, как бы вы сейчас не пытались, ну, так сказать, даже пожить для себя, да, я говорю о разных категориях, которые меня смотрят. Кто-то для себя живет, кто-то пытается устроить свою жизнь. Но в любом случае, все вы в душе, как бы вы ни хорохорились, там некоторые, да, что бы вы ни говорили, но все равно у вас надежда есть, что вы встретите свою новую императрицу. Причем среди вас есть даже те, кто хотели бы еще ребенка. И это не важно, есть уже у вас дети или их нет. Итак, погнали. Какая же женщина пришла к нам на расклад, которая сходит с ума по вас, типа, или по вам, да? Я уже что-то запуталась от этой жары, я уже все просто. Ну, знаете, эта дама такая довольно уверенная в себе. Я бы даже сказала, она может быть где-то работает в какой-то госструктуре. Она очень такая, может быть, знаете, с виду даже строговатая. Она любит справедливость. Она любит, ну, когда все вот по-честному, реально. Это женщина, которая переживала, вот, ну, может быть, даже не так давно какие-то проблемы финансового характера, но она очень быстро вырулила, потому что она такая, знаете, ну, она как будто владеет несколькими, может быть, профессиями. Она может быть даже рукодельница, может быть, она торты печет и продает. Ну, то есть она всегда найдет, где подработать копеечку, поэтому она очень быстро это выруливает, разруливает. Вопрос, как это, да, вот если она вроде бы на серьезной работе и финансовые проблемы. Смотрите, у нее нашла коса на камень. Здесь скорее проигрывается либо же задержка денег на работе, здесь может быть уменьшение денег у нее на работе, да, поэтому она вынуждена была там, может быть, что-то своими руками шить, вышивать, там торты печь и продавать, да, но это был какой-то период, это просто вам такой маленький опознавательный знак, да, вот когда вы будете с ней больше общаться, вы об этом узнаете, а может быть уже кто-то знает, да. Просто я вам буду описывать, а вы прикидываете, что это за женщина в вашем окружении.
У нее был мужчина, у нее была довольно такая неплохая, счастливая семья до поры до времени, пока ее мужчина не начал показывать свой характер. То есть она была, ну, какой-то период в шоколаде. Потом осталась одна, это такая маленькая предыстория, да. Очень непростой такой разрыв был, очень некрасивый. Мужчина очень, так, знаете, ну, неуважительно к ней относился, поступил. Здесь вранье, здесь обман, предательство стоит между ними, да. Но мы сильно углубляться не будем в ее биографию. Далее, какая еще эта женщина, чтобы вы могли понимать. То, что она сама по себе такая, знаете, несмотря на свою, может быть, внешнюю сдержанность, она очень гостеприимная, она очень такая уютная, да, вот с ней общаешься, и несмотря на ее холодность, вот я сейчас вот попытаюсь вам объяснить. Вот есть люди, которые, общаясь с вами, вот они как будто чувствуют, что вот вы их человек, а вы на одной волне. И она как бы смягчается, да, вот в вашем присутствии она становится более такой, ну, доброй, что ли, более покладистой. Ну, то есть она становится самой собой. Вот это ее такая жесткость, но это напускное. Это как защитная маска, которая бывает у многих людей, которые получили, ну, какую-нибудь психотравму, да. Ну, в данном случае здесь была психотравма, связана с ее бывшим мужчиной. Это женщина, которая очень хочет семейного тепла и уюта. Это женщина, которая, в общем-то, знаете, вот она добрячка на самом деле. Она любит животных, и, скорее всего, у нее есть какие-то котики, собачки, то есть животинка какая-то точно у нее есть. Она хорошая хозяйка, как я сказала. Она потрясающе гостеприимный человек. У нее может быть много друзей, приятелей, знакомых. Ну, такая, знаете, вот хлебосольная. Далее. Давайте-ка смотреть, что же ее привлекает в вас, да, вот какие планы на вас у нее. Знаете, первое, что бросается вот в глаза, когда она на вас смотрит, это то, что вы вот, ну, знаете, держитесь уверенно. Вот ваша уверенность такая очень сильно ей импонировала сначала. Вы с ней общаетесь. Я не буду привязываться к месту, да, потому что, опять-таки, вы можете общаться в разных местах. Она знает вашу историю, она знает, как вам было тяжело, как вам было больно. Она, когда с вами общается, вот знаете, у нее такое ощущение, что, ну, вот вы реально как будто ее такой, ну, то ли близкий друг. Знаете, ощущение, как будто вы 100 лет знакомых. И такое у нее, ну, чуть ли не с первой вашей встречи, ну, либо же, если это переписка, то, может быть, с первой переписки. Ну, знаете, как бывает, слово за слово, а ты чувствуешь, ну, вот, ну, свой человек, вот просто энергетически. Она не прочь, кстати, родить даже ребенка, если все сложится. Вот вы настолько ее привлекаете вот именно своей какой-то надежностью, вот она, ну, прям хлещет из вас, вот эта вот надежность. Я уже как-то рассказывала тоже, что женщины очень чувствуют мужскую именно вот силу, надежность, когда ты можешь быть уверена в завтрашнем дне, находясь рядом с таким мужчиной. Поэтому вот это ваша такая внутренняя сила, мощь, да, вот надежность, которая исходит от вас, она ее очень сильно покорила. Не какие-то там ваши деньги, машины, квартиры, нет, абсолютно. Эту женщину привлекает совершенно другое. Тем более, что, в общем-то, она сама умеет зарабатывать, она зарабатывает, поэтому она не смотрит, она не ищет какого-то папика-спонсора. Я вам скажу, что она замечает также, да, что несмотря на вашу, может быть, тоже внешнюю такую немножко сдержанность, да, потому что вы особо с женщинами тоже не сюсюкаетесь, правда? Особенно если это, ну, не ваша любимая женщина. Она как будто вот читает вас изнутри. Она видит, вот, да, вот, ну, в процессе общения. Она понимает, что вы человек, ну, довольно ранимый. Она понимает, что вы мечтатель, вы романтик, да.
И она понимает, что у вас есть одинаковые черты. Вот она тоже любит романтику, и вы романтик, да? Допустим, вы там какие-то находите общие темы для разговора, и она понимает с каждым вашим общением, да, что вы все больше ей нравитесь. Она понимает, что она все больше думает о вас. Она даже немножечко боится, что ее, ну, как бы затягивает вот общение с вами. Она все больше мечтает и представляет, вот как бы у вас сложились отношения. Даже вот она мысленно, она уже семью представляет, да? По этому поводу даже шутка есть. Вот, ребят, чтобы вы знали, вот у женщин очень сильно развита фантазия. И когда вот вы женщине, даже там на первом этапе, присылаете там какой-то любовный смайлик, открыточку, ну что-то такое любовно-романтическое, безобидное, то многие женщины уже мысленно вышли за вас замуж и родили 3 детей. Ну вот и смех, и грех, понимаете? Ну вот работает так психология женская, что ну вы там на копеечку какое-то внимание ей дали, а она уже думает, все, он меня любит, он с ума сходит за мной, все, мы будем жениться и жить долго и счастливо. Понимаете? Да, это может показаться смешным, но тем не менее, вот будьте осторожны, когда вы присылаете женщинам, особенно тем, которые, ну, вас особо не интересуют, да, но вы так, из вежливости, может быть, какое-то сердечко там отправили или еще что-то. С сердечками, кстати, будьте вообще осторожны, потому что, ну, женщины это, ну, реально расценивает как знак вашей симпатии, как будто вот вы уже влюблены, как будто вы намекаете. Я вот просто как психолог вам это советую, поэтому, конечно, вы можете прислушиваться, можете не прислушиваться, но тем не менее, чтобы не было каких-то непоняток. Поэтому вот смотрите, ну эта женщина, ну очень так плотно уже мечтает о вас. Она настолько, знаете, такая вообще, несмотря на свою такую строгую, может быть, внешность, как я уже говорила, но она мечтательница, она добрячка. И ну, ее настоящую знают только самые-самые такие единицы. Давайте-ка посмотрим, что же все-таки будет у вас с ней или нет. Смотрите, какой-то период вы пообщаетесь. Просто это может быть как дружеское общение, да. Далеко не каждый даже сейчас вот поймут, что это за женщина. Но когда вы поймете, вы немножечко начнете под другим углом присматриваться к этой женщине. Вы постепенно, не сразу, не молниеносно начнете делать шаги. И то далеко не каждый из вас будет делать эти шаги, потому что, ну вот ваше разрушение прежнее, оно все-таки у кого-то из вас еще будет сидеть, ну, какой-то период, да, вот период сомнений, когда вы, ну, не очень-то доверяете, да, вот вы, ну, как бы опасаетесь новых отношений, да, поэтому те, кто захотят и все-таки рискнут проявиться, да, ну хотя бы там свидание назначить, да, какую-то большую активность проявлять в общении, инициировать, как говорится, больше общения, да, то вы увидите эту женщину совершенно с другой стороны. Даже если это у кого-то переписка была, у кого-то это в жизни, может быть, общение, вы взглянете совершенно другими глазами на человечка, она вам даже покажется как-то вот более краше, что ли. Вы, вот понимаете, все зависит от нашего восприятия. И это касается не только женщин. Как мы относимся к объекту, либо к субъекту, да, так мы будем и оценивать человечка. Поэтому вот когда вы увидите, да, а вы увидите, что и она, может быть, чуть чаще начнет писать, да, вы увидите, что она начнет как-то больше, вот даже в разговорах, либо в переписке проявлять заботы какой-то, да, такой, ну, такие романтические, может быть, послания, либо же, если это в жизни, это будут какие-то, может быть, намеки, да, может быть, это будут такие безобидные какие-то разговоры, что она вас пригласит, вот, приходи в гости, да, вот, по-дружески даже. Ну, это я к примеру говорю вам, да.
Вы реально вот после вот таких вот ее маленьких знаков внимания, да, вот, которые будут дальше проходить все более-более активно, вы сами вот начнете включаться в эти отношения, вы сами начнете, ну, как говорится, брать быка за рога, да. И я вам скажу, что какой-то период, да, вы, не, конечно же, не будете ее тестировать, как многие пытаются, да, вот проверять, но все равно очень осторожничайте. И если вы заметили, это у нас переходит из расклада в расклад, да, вот то, что вы осторожничаете. Ну, в общем-то, это нормально, потому что люди разведенные, они не могут в омут с головой, как правило, не могут, да. Ну и как итог, ребят, что бы я вам сказала? Как итог, вы можете с ней быть не только в отношениях, но и создать семью. У нас солнышко выпадает в итоге, да. И о чем это говорит? О том, что с этой женщиной вы можете быть счастливы, да. Вы причем отбросите свои сомнения. Эта женщина научит вас любить, да, она научит любви, потому что многие из вас уже просто разучились, вы уже, ну не то чтобы разучились, вы уже забыли, как это чувствовать себя, когда ты любишь и любим. Она вас многому научит, но ох же, как же она будет радоваться, что все у вас получится, потому что она давно уже сходит с ума по вам. Ну и как я обещала, бонус, да, для тех, кто самый стойкий, для тех, кто остался со мной до конца видео, давайте-ка посмотрим, что же карты вам советуют. Итак, буквально несколько карт. Ну, что я вам могу сказать, мои любимые мальчишки? Жизнь только начинается. Почувствуйте себя императором, уверенным, любимым, счастливым. Причем, знаете, с приходом этой женщины в вашу жизнь придет еще больше женской активности. О чем это? Это говорит о том, что вы еще больше начнете замечать какие-то знаки внимания других женщин. Вот парадокс такой, да, вот когда начнутся отношения с одной единственной любимой, активизируются другие женщины. Плюс у вас идет позитивчик по работе. Кто, допустим, сейчас ищет работу, либо же хотите менять работу, подработку брать. Очень-очень позитивный период. Можете смело дерзать, можете браться за новое. Денежка у вас будет в любом случае. Так что все у вас только начинается. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!